Всем привет! Решил я замутить еще одну рубрику у себя на канале с целью разнообразия контента. Буду делиться первыми впечатлениями об каких-то ретро-играх, возможно о тех, на которые я уже делал обзоры, возможно о каких-то других. И сегодня поговорим об одной из моих любимых игр на Денди, River City Ransom, на которую я уже делал обзор в своем шоу Remember Classic. Если кому-то интересно, ссылочка будет в описании. Ну что ж, погнали! Впервые мы с братом поиграли в River City Ransom году в 93-м. Ну точно я уже не помню, но было это где-то в 93-94 годах. Начало 90-х. Это был расцвет китайских боевиков. Их крутили везде по телевизору. Постоянно на видеокассетах их таскали. Там были невероятно крутые драки, которые, конечно же, нам всем безумно нравились в ту пору. Взять, к примеру, фильмы Джеки Чана, которые до сих пор смотрятся очень эффектно. И, конечно же, мы все мечтали вот так вот стать мастерами кунг-фу, выйти на улицу, там, мочить плохих парней толпами. Но все, что мы могли, это бегать по квартире и там пытаться подражать героям боевиков. И вот в этот период мы с братом и были в гостях у Лехи. Он, как всегда, нам показывал какие-то игры. Дело было у него в зале. Как сейчас помню, он посадил нас на кресло перед телевизором и начал там какие-то картриджи втыкать. И вот дошла очередь и до River City Ransom. Воткнул этот картридж. Мы тогда еще особо в играх не разбирались. У нас, по-моему, тогда был только один картридж, который шел в комплекте с Dendy. Там были какие-то совсем простые игры. И мы не разбирались особо в жанрах, там каких-то предпочтений у нас особо не было. Мы просто играли в то, что было. Ну и вот сели мы играть в River City Ransom. Игра на двоих. Леха играл на первом джойстике, мы с братом по очереди на втором. Значит, там заставочка какая-то, это опять японский текст, который, конечно, никто из нас не понимал. Играли, так сказать, по факту, что видим, то и делаем. И вот начало игры, значит, стоят два персонажа, ну, можно ходить, я там потыкал на кнопочки, ну, бьет, там, ну, прыгает, окей, это я знаю такое, видел в Милкотнац. И выбегают там, значит, первая партия плохих парней. Двоек там выскочило, я такой думаю, ну что такое, и Леха начал там мутузить одного, отхреначил второго, я такой думаю, о, вот это уже прикольно, вот это уже то, что надо. И вот мы там пошли дальше, и началось это месиво, значит, я распробовал там управление, ну, разобрался с кнопочками, значит, давай мы мутузить этих бандюганов направо-налево. Потом, значит, появляются с палками, с цепями мужики, я такой, ни хрена себе, тут даже такое есть, с цепями. Как их бить-то, они же наверняка неубиваемые. Палки отобрали, отхерачили их этими палками, дали пинка под зад, кинули мусорный бак вдогонку. В общем, с жанром игры я разобрался. Что делать, как там это. Играя в River City, мы как будто бы погрузились в какой-то китайский боевик. Когда на тебя бежит куча парней, надо мочить, причем не просто мочить, а всеми вот этими подручными предметами. Там можно было использовать мусорный бак, цепью махать, там даже камень с дороги подбирать. И вот это все меня просто поразило, потому что после игры в Милкотнац или в какого-нибудь там Донки Конга, в котором, ну, даже экран не двигается, это был просто крышеснос полный. Мы с братом сидели так с разинутым ртом, играли просто невероятно. Плюс еще все персонажи были разными на лицо. Это тоже смотрелось очень эффектно. Плюс локации, когда можно ходить туда-сюда, типа открытый мир, вот это было вообще. Мы с братом просто были поражены. С управлением, в принципе, я очень быстро разобрался. И достаточно неплохо играл, как сейчас помню. Мы дошли там до первого босса, его победили. Вот этот самый, наверное, яркий босс, это был босс очкарик на складе. Вот там я помню, как мы к нему прям подбирались, прям вот эту локацию очень хорошо помню. Мы там к нему спустились, начали мутузить, и Леха проиграл. Его этот очкарик вырубил. В зоне битвы с этим очкариком валяются колеса. Одно колесо я взял и каким-то случайным образом бросил. Оно отскочило от стены, и я на него запрыгнул, и там буквально секунду или две пробежал на этом колесе. И Леха такой сказал: опа, как ты это сделал? Я такой: не знаю. Даже для него это было шоком, он уже играл в эту игру, но таких трюков еще не выполнял. То есть там было просто настолько все переполнено вот этими моментами взаимодействия с предметами, с врагами, что даже вот с первого раза это все не раскрывалось полностью. Нужно было там, не знаю, неделю играть, чтобы более-менее разобраться в том, что можно делать с предметами и врагами. Так вот, этот очкарик убил Леху.
Леха упал, там забегал и исчез. Я остался 1 на 1 с этим враждебно настроенным парнем. И Леха говорит: дай мне свой джойстик, я его убью. Ну, я дал, Леха его убивает, значит, выходим на следующий экран, Леха появляется. То есть там схема такая, что если играешь на двоих, то если один умирает, при смене экрана он появляется вновь. Ну что облегчает прохождение. Не нужно начинать с торговой зоны опять все проходить. Еще, конечно, поражало то, что можно было ходить по разным предметам окружения. То есть там можно было запрыгнуть на забор, с забора на крышу дома, или там по каким-то кабинкам скакать, даже по лавочкам ходить. Это все тоже придавало такой реалистичности. Сейчас, конечно, этим никого не удивишь, но тогда это было просто вот невероятно, что можно было запрыгнуть на какой-то фоновый объект и по нему ходить. Отвал башки. И вот, бегая по городу, избивая там этих плохих парней, мы переходим в торговую зону, где нужно ходить по магазинчикам. Нету бандюганов, есть только мирные жители. Это тоже для меня было шоком. Там буквально вот каждое небольшое изменение для меня тогда было шоком. Потому что вообще в игры почти не играли. Тут сразу такое вывалилось. Зашли мы в эту торговую зону, и там вот эти люди, мирные граждане, у нас сразу вопрос: а можно их избить или нет? Подбегаю, давай, нажимаем удар. Нет, удар не работает. Нужно отдать должное разработчикам. Они отрезали возможность избивать мирных жителей. Как-то все-таки нас сдерживали. Чтобы гнев мы выплескивали только на плохих парней. Торговая зона тоже меня достаточно интересно поразила. И, по-моему, даже мы заходили в эту баню, где главные герои с голой жопой моются. Там поржали. Ну, точно я, к сожалению, не помню. Игру мы проходили, естественно, просто напролом. Потому что, во-первых, там были все на японском, вообще ничего не понятно. Мы понимали только то, что нужно бить врагов и идти вперед по ассоциациям с другими играми. Мы не знали, что нужно победить всех боссов, что нужно прокачать уровень, и только тогда откроется вот этот проход к последней зоне, школа какая-то, в которой Слик на крыше сидит. Мы просто играли, наслаждались, так сказать, мордобоем, без каких-то там особых рвений. Важность этой игры в том, что она давала возможность стать главным героем боевика. Что я мог просто схватить любой предмет, лежащий на полу, я мог сбить там всяких этих плохих парней, я мог взять кого-то, бросить, я мог взять Леху, забросить его на крышу, он с этой крыши мог прыгнуть, там врезать какому-то плохому парню. Были боссы, это тоже было прикольно, потому что боссов мы еще так-то особо не видели. Игра очень сильно поразила и графикой, и своей механикой, вот этой невероятной, и тем, что она давала возможность помутузить плохих парней там просто в неограниченном количестве. И при этом используя всякие предметы окружения. В те годы это было просто чем-то невероятным. Особенно для нас с братом. К сожалению, ни Леха, ни мы название игры не знали. Так как заставка была на японском, картридж я вообще не помню, как выглядел. И мы не знали названия, и Леха его не говорил. Мы с братом вообще игру называли «Карапузное карате», потому что там у всех персонажей были большие головы. Мы поиграли вот разочек в 93-м году, минут 30, наверное, в River City Ransom. И все, эту игру мы больше не видели. И даже с появлением эмуляторов в начале 2000-х мы с братом искали River City и так и не нашли, потому что название просто не знали. И каким-то чудом, по-моему, в 2005 или даже позже, эта игра River City попалась на каком-то из сайтов. По-моему, скрин какой-то попался или что-то такое. И мы наконец-то ее скачали и смогли, так сказать, нормально поиграть. Скачали, по-моему, американскую версию. Тоже сначала там не могли пройти, потом уже вникли в сюжет, вникли там в то, что нужно делать. Прошли ее наконец-то. Так что считай, что River City я проходил лет 12-13, с 93-го примерно до где-то 2006, может быть так. Потом я играл в GBA версию, тоже ее прошел. Там, кстати, такие очень интересные были изменения. Особенно последний босс был совсем по-другому сделан. Но игра для меня так навсегда осталась таким крутым боевиком, в который всегда приятно сесть, поиграть, помочить плохих парней. Вот такой у меня был долгий путь знакомства с River City Ransom. От Dendy до эмуляторов. Сейчас у меня есть на 3DS версия. Вот так. На этом все. Пилотный выпуск моей новой рубрики «Первые впечатления» подошел к концу. Ставьте лайки или дизлайки, оценивайте. Посмотрим, как пойдет. В любом случае буду снимать еще пару выпусков. И там уже будет видно, стоит ли это все продолжать или нет. Еще увидимся!